Всем привет! Меня зовут Саша, и сегодня поговорим об иностранных языках. В этом видео я хочу вам рассказать о своем опыте сдачи международных языковых экзаменов. Я выходила на экзамены по русскому, английскому и испанскому языку, и все три сдала на уровень C1. Экзамен на уровень русского я сдавала в Институте Пушкина в Москве, так как на тот момент я там проживала. Это было в 2020 году. Если вы находитесь где-то за границей, то предполагаю, что в центрах славянских культур они организуют экзамены на уровень русского в том числе. Что касается структуры экзамена, надо знать, что все языковые экзамены так или иначе похожи друг на друга. Они все проверяют 4 навыка. Значит, у нас есть чтение, аудирование, письмо и разговорная речь или устная часть, или говорение, как бы по-разному их называют. В экзамене, который я сдавала, точнее на уровень C1, было 5 частей. Точнее, там было чтение и письмо, аудирование и письмо, отдельно аудирование, одна часть лексика и грамматика и разговорная часть. Так как на момент сдачи экзамена я жила в Москве уже 6 лет, уже слушала музыку на русском, смотрела фильмы, уже защитила диплом, точнее магистерскую диссертацию свою, также на русском. У меня было много русских друзей, то есть жизнь так или иначе у меня проходила на русском, и я считала ненужным готовиться очень долго к экзамену. Для подготовки я взяла 2 книги, вот такие, которые мне, по сути, помогли более структурированно подойти к задаче и немножко найти слабые места, которые у меня есть и как бы до сих пор есть. Это в моем случае это касается окончаний и ударений. По поводу любых вопросов, которые у меня возникали, я обычно обращалась к друзьям, к знакомым, к своим коллегам на работе, или в конце концов просто пользовалась Google. В день экзамена со мной в зале было еще 5 человек примерно, если я правильно помню. И очень интересно, что у всех были разные уровни, то есть мы вместе сдавали разные экзамены. Экзамен был в комбинированном виде, то есть одна часть проходила на компьютере, а вторая в бумажном виде. Часть говорения, разговорная часть, она как раз и проходила на компьютере. По сути, у меня на экране возникали вопросы на разные темы, и я должна на них отвечать вот на камеру, как сейчас с вами. А все остальные части, они проходили на бумаге. Мне, честно, это казалось немножко необычным, особенно что касается письменной части, потому что, раз уж есть компьютер доступен, почему бы не писать на компьютере, но получается, нет, вот так вышло. Если сравнивать все языковые экзамены, которые я сдавала, мне очень понравилось на именно вот этом экзамене то, что у нас была какая-то степень свободы передвижения, если так можно сказать, потому что если ты пораньше закончил с какой-то частью, ты мог сдать свои бумажки, выйти, прогуляться и вернуться попозже, то есть к началу следующей части. На других экзаменах этого, по сути, не было. Результаты экзамена пришли через 10 дней или, может, даже неделю, если я не ошибаюсь. Я получила достаточно высокий балл по всем навыкам и потом засомневалась, подумала, что, а может быть, все-таки стоило выйти на C2. Это такой момент жадности немножко, но, по сути, я очень довольна тем, как все прошло. Самая сложная часть для меня это, наверное, была часть говорения, то есть общение с компьютером, потому что у тебя просто нет обратной связи, которая есть, когда общаешься с живым человеком. В целом, у меня такое впечатление, что больше всего мне при сдаче этого экзамена помог опыт проживания в Москве. Просто все эти общения, работа,
повседневные какие-то моменты, они так или иначе помогли мне улучшить свой уровень русского и понимать совершенно разные ситуации в жизни на русском. Экзамен на уровень английского, точнее на уровень C1, CAE, я сдавала в 2021 году в BKC International House Moscow, который на тот момент находился прямо в центре города. И я думаю, что неважно, где вы находитесь, вы так или иначе точно можете найти в своем городе или в ближайшем городе центр, который аккредитован Кембриджем и в котором вы можете выбрать себе подходящий экзамен. Экзамен состоит из 4 частей. Это чтение, аудирование, письмо и разговорная речь. В этот раз не было никаких комбинаций, как мы видели на экзамене по русскому языку. Значит, здесь чисто были разделены навыки друг от друга, и внутри каждого, естественно, у вас были разные задачи, которые вы должны решить в течение определенного периода времени. Что касается подготовки, я готовилась примерно месяц. И учитывая тот факт, что я английский знаю, изучаю и преподаю уже много-много лет, я считала, что этого совсем достаточно. В течение этого месяца я сделала очень много примеров предыдущих экзаменов. И это, кстати, считаю, одна из главных вещей при подготовке, одно из главных мероприятий. Потому что благодаря такому опыту вы на самом деле начинаете ощущать, какие слабые у вас места, сколько вам по времени примерно нужно, чтобы сделать то или иное задание, ну и так далее. Кроме этого, я также прошла вот такой учебник по подготовке к CAE экзамену. Что касается самого процесса сдачи экзамена, CAE экзамен можно сделать в двух вариантах, то есть компьютерный вариант или бумажный. Я выбрала компьютерный вариант. Вариант, который вы выбираете, не особо влияет на сам процесс сдачи, потому что время у вас одно и то же, чтобы сделать одни и те же задания. Мне просто более удобно было, так сказать, делать это на компьютере, особенно с учетом того, что в части письма вы когда пишете на экране, у вас внизу идет подсчет слов, то есть или подсчет характеров, да, сколько еще осталось. Я считаю это очень удобным, с учетом того, что на экзамене есть все-таки ограничения по количеству слов, которые вы можете использовать. Разговорная часть проходила совсем по-другому по сравнению с русским. Значит, вы находитесь в зале с еще одним кандидатом, и в зависимости от типа задания у вас либо монолог, либо диалог. Перед вами один из экзаменаторов, который с вами общается, дает вам задание, и в зале, в классе присутствует еще один экзаменатор, с которым вы не общаетесь, и который более внимательно слушает вашу речь и делает заметки. Правила BKC были достаточно строгие. Нам не разрешалось иметь при себе телефон. Можно было иметь только ручку или карандаш, бумагу, лист бумаги, который они же выдавали, и бутылочку воды. И еще очень интересно, что надо было снимать этикетку с бутылочки воды, потому что вдруг вы там какую-то шпаргалочку себе написали. Результаты пришли через 3 недели примерно, и на самом сертификате у меня стоит уровень C2. На самом деле Кембридж это делает, это такая специфика Кембриджа, где если вы получаете высокие баллы или максимум внутри одного уровня, вам присваивают следующий уровень. И вот с такой звездочкой, это как намек такой от Кембриджа, что, может, стоило было выйти все-таки на уровень повыше. Самое сложное для меня, я думаю, в целом на языковых экзаменах самое сложное это всегда говорение или разговорная часть. Просто потому что
уровень стресса достаточно большой, и существуют достаточно строгие временные рамки, внутри которых ты должен показать очень много, ты должен показать очень хороший уровень и очень хорошо развитые навыки убеждения и аргументации, и дискуссии, и соглашения, и несоглашения, ну и так далее, и так далее. Поэтому здесь тоже для меня самой сложной частью, наверное, была часть говорения. Я еще дополнительно переживала, потому что, ну, как всегда, думаешь, что какое-то слово, да, не придет в голову. Экзамен на уровень испанского C1 DELE я сдавала в 2024 году на Тенерифе в одной из школ, которые аккредитованы институтом Сервантеса. И неважно, где вы находитесь, такие школы существуют везде по миру. Просто надо поискать свою школу или центр, которые аккредитованы Сервантесом, и посмотреть, когда они организуют экзамен того уровня, который вам нужен. Экзамен также включает чтение, аудирование, письмо и разговорную речь, но в некоторых моментах они немножко пересекаются, и поэтому у нас, например, есть отдельная часть чтения, затем в части письма есть аудирование плюс письмо, затем отдельно аудирование, и в разговорной части в одном из заданий есть чтение и плюс разговорная часть. На самом деле мне очень нравится такой подход к экзамену, потому что считаю, что он лучше отражает то, как мы на самом деле используем язык в реальной жизни, потому что очень редко бывают ситуации, в которых мы используем строго только один из навыков. Так или иначе, они где-то всегда пересекаются. Что касается подготовки, кроме множества онлайн-ресурсов, видео, фильмов, музыки, статей, книг и так далее, я также использовала 2 учебника. Эти учебники содержат экзамены предыдущих лет, и в одном из них находится тоже очень хороший такой лексический блок. То есть та лексика, которая вам нужна, чтобы чувствовать себя более уверенно на экзамене на уровне C1. Также раз в неделю я созванивалась с своим преподавателем и знакомым из Эквадора. Он является носителем испанского языка. Мы разговаривали на разные темы, но иногда также брали части из предыдущих экзаменов, вот именно разговорной части, и тренировали, да, вот немножко играли в экзамен, так скажем. Сам процесс сдачи экзамена очень похож на то, как он проходил на русском, на английском. То, в чем он отличался, это разговорная часть, потому что на разговорной части нет другого кандидата, и вы одни. То есть я там была одна в комнате с одним экзаменатором и еще один экзаменатор, который сидел у меня за спиной и делал свои заметки. Думаю, что этот подход мне тоже больше понравился по сравнению с тем, как оно выглядело на экзамене по английскому, потому что, все-таки человека не видно, я не вижу, что он пишет, что он делает, и могу полностью сфокусироваться на то, что происходит в моменте, да, то есть на тот разговор, который у меня шел с первым экзаменатором. Результаты пришли примерно через 2 месяца. Я получила апто, то есть я сдала экзамен. Пока что у меня только есть сертификат в электронном виде. Все еще жду, чтобы до меня доехал бумажный вариант. Самое сложное для меня была, скорее всего, часть говорения, то есть разговорная часть. Опять у меня, наверное, есть какая-то доза неуверенности, когда говорю на испанском, потому что это мой уже 4-й язык, получается. И часто бывает так, что когда именно на испанском говорю, я не могу вспомнить слово или
вспоминаю слова из других языков, которые мне не нужны в данный момент. И, честно, я переживала, что что-то такого рода может со мной случиться на экзамене, но, к счастью, ничего такого не произошло, поэтому все прошло очень хорошо. Что касается рекомендаций по поводу того, как готовиться к языковым экзаменам, я думаю, я сделаю отдельное видео, потому что это очень большая тема. Но сейчас хочу сказать, что то, что мне очень сильно помогло, это погружение в язык. Даже в ситуациях, когда я не проживала в стране языка, который изучаю. То есть очень большой input, как мы это говорим на английском, да, очень много чтения и прослушивания, потому что даже если вы сможете прекрасно рассказывать про вещи, это все зря, если вы не понимаете своего собеседника и не способны поддерживать диалог на определенные темы. Это было все на сегодня. Я надеюсь, видео вам понравилось. И если есть любые комментарии или вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, я буду рада ответить.